Здравствуйте, добро пожаловать на третий курс по Нагарджуне. Мы дошли до главы 14. Она называется Трепа-такпа. Вы знаете такпа, потому что это парикша. Парикша означает исследование. Так что каждая из этих глав — это отдельное исследование. Как будто Нагарджуна — это полиция или детектив, и он исследует разных людей, разные вещи во Вселенной. И это называется трепа-такпа. Он исследует, может ли что-то касаться чего-либо другого. Трепа. Может ли что-нибудь вступить в контакт с чем-то другим? Мы все время об этом говорили. Но это целая глава, посвященная тому, может ли что-то коснуться чего-то другого. Кстати, если что-то не может коснуться чего-то другого, тогда это ставит под сомнение саму причинно-следственную связь. Если вы заливаете бензин в машину, но двигатель не может коснуться бензина, тогда что заставляет машину ехать? Ясно? Здесь мы переходим к первому стиху. Мы знаем, что должны остерегаться возможного... Это может быть другой парень, но я облегчу вам задачу и скажу, что первый стих здесь — это мы. Первые два стиха — это мы. Итак, поехали. Есть ли какой-либо контакт между моим носом и салфеткой? Итак, сейчас он будет обсуждать своего рода трудный вид касания. Когда я смотрю на Ребекку, прямо сейчас, у меня есть Ребекка Тача, видимый объект. То, на что я смотрю. Тава означает «смотрение», а Тавапо — это «я», смотрящий. Эти три. Они когда-нибудь вступают в контакт? Какого рода контакт Гешела? Эти два? Эти два? Или эти два? Чтобы установить контакт, что означает нинь и танг, вступают ли они в контакт по двое? Или... Значит, касаются ли эти трое когда-нибудь друг друга? Так что у нас есть несколько возможностей, верно? Гешела как смотрящий, Ребекка как видимый объект, и также глагол «смотрение». Касаются ли эти три когда-нибудь друг друга? И касаются ли любые два друг друга? Касается ли Гешела смотрения? Или касается ли смотрения Ребекки? Или Гешела касается Ребекки каким-то образом? Происходит ли какое-то касание между этими тремя? Любая комбинация касаний. А затем давайте перенесем это на ваши негативные эмоции, что является большой частью буддийской практики, верно? Когда вы хотите чего-то настолько сильно, что причиняете кому-то боль, чтобы получить это, тогда есть хотящий, и есть хотение, и есть вещь, которую вы хотите. Они когда-нибудь соприкасаются? Или касается ли любая их комбинация друг друга? Итак, он начинает с чего-то безобидного, как смотрение. А потом он будет переносить это на негативные эмоции. Ненавидеть кого-то. Или желать чего-то так сильно, чтобы украсть это. Чак Парчава. А потом он говорит: «Кстати, здесь вам необходимо прочитать этот стих по строкам, иначе вы не поймете». Что означает: «А давайте поговорим обо всех остальных ментальных омрачениях». Здесь рассматривается желание, желающий, желаемый объект и желание. А потом он говорит: «И тогда вы должны читать между строк». Остальные? Тогда давайте... Кстати, кечи в Абхидхарме означает... Здесь это означает чувство. Мы говорили о видении. А что насчет слышания? Как насчет нюхания? Пробования на вкус? И как насчет чувствования? Касается ли когда-нибудь чувствующий? Касается ли когда-нибудь чувствующий объекта, который он чувствует? И касается ли ваша ревность того, к чему вы ревнуете? Так что давайте поговорим обо всех этих вещах. У меня здесь фотография одной женщины. Когда вы хотите денег,
И тут я обычно говорю, до такой степени, чтобы кому-либо навредить ради их получения, то я вам скажу, вы не можете касаться денег. Когда вы хотите денег настолько сильно, что причиняете боль другому человеку, я говорю, что вы не можете касаться денег. Вы никогда не касаетесь денег. Так что вы должны подумать об этом. Можете ли вы касаться денег, если хотите их отдать? Да. Может быть. Можете ли вы касаться денег, если хотите их украсть? Никогда. Отлично. Сейчас мы будем изучать санскрит. Сансарга. Это не сансара, это сансарга. Это означает касание, установление контакта. Оно состоит из двух частей — сан или сам и сарга. Сам по себе сам, а когда в сочетании с «с» меняется на «сан», произношение меняется на «сан», сансарга. Итак, «сан» означает «вместе». Оно происходит от «сам». Это меняется на «као», как комитет или конвенция, собираться или встречаться вместе, посылать вместе, комитет. Итак, ком — это легко, ком — это легко. Что такое сарга? Это происходит от корня search, который является санскритским корнем, и это означает двигаться вместе или двигаться навстречу друг другу. И search — подниматься. У нас есть такой глагол в английском языке — сансарга. В индоевропейском, который также своего рода древний санскрит, «с» выпадает. И этот search становится reg. И это означает регулировать, или править чем-то, или правильный путь. Так что это означает прямой, двигаться по прямой. Само по себе search означает двигаться в направлении. Сан означает две вещи движутся вместе, и они касаются. Так вот, что такое сансарга. Возможно ли, что вещи когда-либо поднимаются навстречу друг другу? Сансарга. Да или нет? Поехали. Отлично. Следующий стих. Вот наш комментарий по поводу касания. Если две вещи, которые отличаются друг от друга, могут касаться друг друга, я спрашиваю вас, может ли ваш глаз коснуться вашего видения? Может ли ваш глаз, может ли видящий установить контакт с видением? Если нет, то видящий не может видеть. Если видящий не может касаться видения, если видящий никогда не установит контакт с видимым, тогда он должен, например, быть нюхающим. Так они когда-нибудь вступают в контакт? Да. Разве видящий, глаз, когда-нибудь прикасается к видению? Должен касаться. Это видение когда-нибудь касалось Ребекки? Должно касаться. Трег юрна. Но если они касаются, шенте йопа маин, то они должны быть раздельными. А если они раздельные, то они не существуют. Или нет такого понятия, как другой. И Гешела не может отличаться от Ребекки, если Гешела может видеть Ребекку. Они не могут быть разными. Следовательно, сансарга не существует. Что это значит? Вещи никогда не касаются друг друга. Вещи никогда не касаются друг друга. Когда я открываю глаза, это не открывание глаз, что заставляет меня видеть Ребекку. Произошло кое-что еще. Что происходит? Семена раскрываются в уме Гешела, и Гешела видит Ребекку. В школе ум только. Она никогда не находится вне моего ума. Я просто смотрю на картинки в своем уме. Но в высших школах она где-то там вовне. Она отдельный человек. Но причина, по которой я вижу ее как отдельную от меня, это то, что семена раскрываются в моем уме для того, чтобы я видел ее отдельно от себя. И дело не в том, что мой глаз видит ее. Дело не в том, что мой глаз вступает в контакт.
Тема моей следующей картинки — вещи, которые не существуют, не могут касаться друг друга. Самосуществующий глаз не мог бы коснуться самосуществующего видения, чтобы достичь самосуществующей Ребекки. Не может быть контакта. Невозможно устроить войну между этими двумя рогатыми кроликами. И это классический буддийский пример того, что невозможно. На Западе это называют джекалоп, рогатый заяц. Джек-кролик-антилопа или что-то в этом роде. Поэтому попытайтесь представить, что две несуществующие вещи касаются друг друга, и вы получите правильную картинку. Хорошо, следующий стих. Давайте начнем с этого, потому что это уже сложно. Тача-ласок. Итак, у нас было 3 элемента в таком действии, как Гешела видит Ребекку. Там есть видимое, то есть Ребекка, есть видящий, которым является Гешела, и есть еще видение между ними. Теперь давайте рассмотрим их по отдельности. Он говорит «башик». Давайте просто возьмем Ребекку без видения и без Гешела, который смотрит. Ее нельзя рассматривать отдельно, потому что она одна. Понятно? Это немного сложно. Давайте забудем о Гешела. Забудьте смотрение. Давайте просто поговорим о Ребекке. Итак, какие взаимоотношения мы тут имеем? Ну, никаких, потому что что-то должно быть иным, чтобы иметь взаимоотношения. Человек не может иметь взаимоотношений с этим же самым человеком, потому что он только один. Так что исключите этот вариант. Нагарджуна говорит, что этот пункт легкий. Возьмите один из 3 элементов видения — видящий, видение и видимое — и просто рассмотрите одно из них. Башик, видимое. Может ли оно иметь взаимоотношения? Нет, нам не обязательно говорить о нем. Давайте поговорим о 2 из них, сидящих в одной комнате. О Гешела и Ребекке. Тогда они не могли бы быть чем-то другим. Они не могут быть чем-то другим, если они являются только одним. И они не могут быть чем-то другим, если они не являются одним. Это Нагарджуна. Если они не нечто одно, они не могут быть чем-то другим, потому что для вас что-то другое означает снаружи со своей собственной стороны. Это все. Нужно помнить об этом. По какой-то причине я думал, что очень разумно иметь вишню, которая сама по себе, но в то же время является чем-то другим. Слушайте, трудно найти картинку, подобную этой. Ладно, неважно. Но я не собираюсь говорить плохое слово, все в порядке. Вы свидетели, у меня есть немного самоконтроля. Хорошо, следующий стих. Это очень сложно. Давайте пройдем строку за строкой. Другие являются другими по отношению к другим. Другие — это другие по отношению к другим. Это так. Другие являются другими по отношению к другим. И он использует классический пример. Кувшин для воды и отрез ткани. Можете сказать «машина» и «холодильник». Давайте воспользуемся ими. Когда вы говорите, что машина отличается от холодильника, разница вырисовывается при наблюдении за обоими вместе. Автомобиль может отличаться от холодильника только в том случае, если вы видите другую вещь, которая там есть, прежде чем решить, что они отличаются. У вас должно быть 2 вещи. Если бы не было машины, вы бы не могли сказать, что холодильник отличается от... Там должно быть что-то другое. Все, что является чем-то по отношению к чему-то другому, никогда не могло быть чем-то иным, чем это.
Ничто, что отличается от чего-то другого в сравнении, не может быть названо чем-то другим самосуществующим образом. Ничто, что является чем-то другим по сравнению. Холодильник отличается от автомобиля, но он не может быть назван другим сам по себе. Как только вы переходите в зависимость, даже если вы не говорите о зависимости от ментальных семян, вы уже ставите под сомнение тот факт, что что-то может быть самосуществующим. Как только вы говорите, что что-то зависит от чего-то другого, вы уже почти покинули сферу самосуществования. Слова «зависимое происхождение» или «происходящее в зависимости». Как только вы начинаете сравнивать, или что одна вещь зависит от другой, уже трудно начать утверждать, что они обе самосуществующие, и они существуют сами по себе. Хорошо. Никто не является высоким там, где сравниваются высокий и низкий. Хорошо. Это немного сложно. Обычно, у вас есть эта картинка? Обычно вы бы сказали, что маленькая девочка низкая по сравнению со своей матерью или сестрой. Я не знаю, кто это, наверное, ее мама. Обычно вы бы сказали, она невысокая по сравнению со своей мамой. Обычно вы так говорите. А Нагарджуна говорит, что если мама высокая, если вы можете назвать маму высокой только по сравнению с ее дочерью, значит, она невысокая. Я повторю это еще раз. Если вы можете назвать маму высокой только по сравнению с ее невысокой дочерью, тогда вы действительно не можете сказать, что мама высокая. Это понятно? Сказать действительно означает сама по себе, то есть самосуществующим образом. Она высокая? Я не знаю. Она высокая по сравнению со своей дочерью? Да. Значит, она невысокая. Если она высокая только по сравнению с чем-то другим, тогда она сама по себе невысокая. Ясно? Это ведь просто, правда? Мы поняли один стих. Отлично. Куда ты пойдешь после этого, Нагарджуна? Если автомобиль самосуществующим образом отличный от холодильника, то в таком случае что-то, что не является отличным, стало отличным. Если автомобиль является автомобилем всего лишь относительно холодильника, тогда автомобиль, который был отличный от холодильника, не отличный. Шенмэ-пар здесь означает то, что не имеет другого. То, что не имеет другого, означает маму саму по себе. Высокая мама сама по себе. Если бы мама была высокой, Шенмэ-пар, без девочки рядом, тогда она не была бы высокой. Если бы мама была высокой по сравнению с дочерью, то она не была бы высокой, потому что она не сама по себе высокая. Она только высокая в сравнении. Хорошо. Кофейная чашка ничем не отличается от пары джинсов. Я пытался найти эту женщину. Я пытался найти женщину, которая пьет кого-то, кто пьет кофе в джинсах. Кофейная чашка — это джинсы? Нет. Кофейная чашка отличается от джинсов? Только если там есть джинсы. Да, только если там есть джинсы. Что означает, что она не сама по себе отличается. Она реально не отличается, потому что она отличается только через сравнение. Отличается ли кофе от джинсов? Да. Да. Почему? Потому что когда вы смотрите на кофейную чашку, вы видите, что она не похожа на джинсы, верно? Тогда это отличие зависит от чего-то другого, и это не часть кофейной чашки, согласны? Хорошо. Я думаю, что это где-то относится к расизму.
Следующий стих. Быть чем-то другим не значит быть частью чего-то, что другое. Быть другим — это не часть того, чтобы быть другим. Быть другим — это не часть чего-то другого. Но также неверно говорить, что другое не является другим. Если нет другого, то есть общей инаковости, где инаковость как концепция, шэньи рассматривается как инаковость. Если нет такой вещи, как инаковость, то нет и другого. И другого в смысле быть одним и тем же в сравнении. Если нет инаковости самой по себе, тогда не может быть инаковости в сравнении. Если нет понятия инаковости, то у вас не может быть инаковости в сравнении, потому что именно к этому применимо понятие инаковости. Это инаковость в сравнении. Если бы инаковость в сравнении была реальной, ее не нужно было бы сравнивать с чем-то другим. Если что-то — это только что-то в сравнении с чем-то другим, тогда оно не на самом деле оно. Это отчасти другое. Поэтому идея инаковости сомнительна. Здесь есть картинка. Они разные или одинаковые? А? Они разные или они те же самые? Что-что? А кто спрашивает? Что изображено на картинке? Это утка с гусем и курицей. Являются ли они разными или они одинаковые? По сравнению друг с другом они разные, но все они птицы. Это картинка тех же вещей или это картинка разных вещей? Зависит от того, с чем сравнивать. В любом случае, мне показалось, что это был милый пример. Хорошо, давайте продолжим. Когда вы говорите о двух вещах, вступающих в контакт, означает ли это, что одна вещь вступает в контакт с самой собой? Может ли Ребекка установить контакт с Ребеккой? Нет, не может, верно? Мы говорим о том, что Майкл видит, об акте видения, вон там Ребекка, которую он видит. Может ли сама Ребекка установить контакт с Ребеккой? Нет, не может, потому что она то же самое. Они должны быть разными, чтобы установить контакт. Вещь, которая является сама собой, не может вступить в контакт сама с собой, и вещь, которая является другой, также не может вступить в контакт с чем-то другим. Вот это и есть этот стих. Первая половина проста. Ребекка не может контактировать с собой, но она также не может сконтактировать с Гешела, который является другим. Почему? Если бы они были разными, они не смогли бы установить контакт, потому что не может быть точки слияния. Потому что в этой точке слияния они были бы одинаковыми. Быть по-настоящему отличным значит не вступать в контакт. Никогда. Если у нас есть точка соприкосновения, то мы на самом деле не разные. Мы каким-то образом пересекаемся, ясно? Я не могу прикоснуться к ней, чтобы установить контакт. Это невозможно. Мы думаем, что возможно, но это семя, раскрывающееся в нашем уме. Но на самом деле две физические вещи не могут казаться. Это невозможно. И вы знаете, что в математике это возможно, потому что точка теоретическая. Это просто идея, у точки нет ширины. Но в действительности должна бы быть точка соприкосновения, имеющая ширину. И тогда это были бы определенные миллиметры. Но если убрать половину этого миллиметра, мог бы остаться контакт? Вот так.
И так можно продолжать до бесконечности. Хорошо. Следующий стих. Трэшинпа означает touching, касающийся. Шинпа верно, Тим? ING в английском и Е в русском. Касание и пребывание в акте касания. Касание и тот, кто касается, не существуют. Это следующее утверждение Нагарджуны. Мне нравится объяснение Чоны Ламы, но я не буду давать вам учение Чоны Ламы, потому что это заняло бы 20 лет. Но в данном случае оно классное. Так что давайте почитаем Чоны Ламу. Если вещи вступают в контакт сами по себе, если две вещи вступают в контакт, все ли части двух вещей контактируют, или только часть двух вещей контактирует? Во-первых, если Гешела контактирует с Ребеккой, может ли быть так, что каждая часть Гешела контактирует с Ребеккой? Или только некоторые части Гешела контактируют с Ребеккой? Какой вариант? Второй. Если все мои части вступили бы в контакт со всеми ее частями, я был бы внутри ее тела. Мы бы были абсолютно одинакового роста и тому подобное. Так что будет естественным сказать «Гешела, если вы когда-нибудь коснетесь Ребекки, как сейчас здоровается локтем, тогда это всего лишь кончик вашего локтя и кончик ее локтя». Попался. Если это так, что каждая часть Гешела вступает в контакт с каждой частью Ребекки, тогда они бы смешались вместе неразделимо. Чиматарна. А если только часть Гешела касается только части Ребекки? Если вы говорите, что только одна часть Гешела вступает в контакт с Ребеккой, тогда идея контакта разрушена. Почему? Потому что тогда должна была бы быть точка, где мы бы были одинаковыми. Какая-то часть Майкла должна была бы стать частью Ребекки, если бы был контакт. И тогда это не были бы два разных человека, устанавливающих контакт. Он разъясняет исходный текст, говоря «трэ-синпа» для второго «трэ». Первый «трэ» ясен. «Touching» — касание. Затем наш автор добавляет окончание «иди» ко второму «touched» — тронутое. И потом «касающийся». Они не могут существовать сами по себе. Если бы это было так, то они не могли бы коснуться. Теперь та часть, которая мне нравится. Почему я и читаю вам Чоны Ламу? Это его последнее утверждение здесь, которое нам очень поможет. Потому что нам нужна помощь. Послушай, Нагарджуна, что это у тебя за ранг лук? Что это означает? Тим, что это за ранг лук? Да, какова твоя позиция, Нагарджуна? Знаешь, ты уже 1000 раз повторил, что же неправильно. Можешь ли ты сказать нам, какова твоя позиция? Чего он как раз и не делает. Это не в его привычке. Но таким образом Чоны Лама вкладывает слова в его уста. Он говорит «тханьету» номинально. Только на словах. Да. Мать может коснуться своего ребенка. Огонь может коснуться дров. И вы можете смешать молоко и воду вместе. Кстати, образ молока, смешивания молока и воды известен в буддизме. Вы помните почему? Да. Отделение абсолютной реальности от относительной реальности. И говорят, что есть традиция в Древней Азии, что утки, если вы смешаете воду и молоко в стакане и предложите это гусю или утке, они могут выпить молоко и оставить воду. И говорят, что это проще, чем выковыривать пустоту из обманчивой реальности. И как бы там ни было,
Можно ли смешать воду и молоко? Можете ли? Может ли огонь сжечь кусок дерева? Может ли мать коснуться своего ребенка? Мы говорим, есть ли трэпэчха? Есть ли точка контакта? И мы говорим, д. Теперь я Нагарджуна, д. Но только тханье ту. Только номинально, только на словах. Что это значит только на словах? Мингте шактхам. Слова здесь не означают слова. Слова означают ментальные картинки. В картинках картинки могут встретиться, это нормально. Картинки могут встретиться, но в реальности, вовне, они никогда не встречаются. Теперь он подводит итог. Чоне Лама. Да, Чоне Лама. Трэпэцхю. Вы хотите знать, как они вступают в контакт? Если вы действительно углубитесь в это, Минье, вы не найдете этого. Если вы просто расслабитесь и пожмете руку Ребекки, да, это хорошо, вы коснулись ее. Оставьте это. Как это называется? Дакмин. Не углубляйтесь. Не углубляйтесь в это. Вы хотите пожать ее руку? Пожмите ее руку. Хорошо, пожмите руку, установите контакт, да. Теперь, если вы действительно углубитесь в это, вы никогда не пожимали руки. Следовательно, контакт недействителен, верно? Что-то типа того. Итак, если вы действительно углубитесь в это, означает, если вы просто будете жить своей повседневной жизнью, произносить ваши мантры Будды медицины, кто-то получит помощь. Это нормально. Не копайте слишком глубоко. Но если вы действительно вникнете в это, мантра никогда не касается раковой опухоли. А что на самом деле происходит? Это если вы спрашиваете вне картинок. Если вы находитесь в сфере картинок, все в порядке. Тогда все понятно. Если вы пытаетесь объяснить это без ментальных картинок, мантра не может работать. Круто? Мы завершили главу! Ура! Мы завершили главу о сансарге. Что это значит сансарга? Не сансара. Сходиться вместе. Да, сходиться вместе и вступать в контакт. Вы можете вступать в контакт с другими вещами, но это случается только благодаря ментальным картинкам, а не на самом деле вовне. Картинка, которая у меня была для этого. Кстати, это был перекресток. И возможно ли это, что каким-то образом Гешела пересекается с Ребеккой? Да, если не смотреть слишком близко. Хорошо. Увидимся, ребята, в следующей главе.